Здравствуйте, дорогие друзья! Если вам часто нужно фильтрованную воду, ну вот, например, у меня вот такой вот увлажнитель дома стоит, это не реклама, просто показываю, в него нужно 2 литра фильтрованной воды. То есть, если наливать водопроводную воду, то там ультразвуковой элемент, он приходит быстро в негодность. Соответственно, если, ими, например, пользуюсь, когда включаю на батарее, чтобы воздух не был сухой, практически каждый день. Соответственно, пользоваться обычным кувшином, да, вот у меня такой, нерационально. То есть элемент фильтрованный, он быстро придет, скажем так, исчерпает свой ресурс. Да, конечно, можете сказать, можно менять элемент чаще. В принципе, не такие деньги, но смотря кому как. А я решил пойти другим путем. Понятно, что когда мы пьем фильтрованную воду, там уровень очистки гораздо выше, чем, например, требуется для того же увлажнителя. И что решил сделать я? Я решил при замене фильтра, фильтрующего элемента, не выбрасывать его, а использовать для фильтрования воды, например, для чего-то, для чего вам надо, да, для меня для увлажнителя нужно. Можно, в принципе, использовать дольше, можно, когда вы заменяете, взяли, поменяли, новый поставили сюда для кувшина. Пока кувшин используете, эта вода идет для технических нужд. Что решил думать я? Конечно, можно купить дополнительный кувшин и фильтровать воду для своих нужд. Но объем кувшинов небольшой, вот у меня это 2-литровый кувшин. И, честно говоря, стоит он так тоже ни копейки. Я решил пойти немножко другим путем. Я решил сделать вот из 2 бутылочек такую конструкцию, которая сразу будет фильтровать воду, ну вот в 3-ю бутылку, вот у меня 2 литра. Сразу как раз на увлажнителе пойдет. Конструкция будет совсем простая. Сейчас как раз покажу ее изготовление. То есть, что нам понадобится? Во-первых, нам понадобится 2 бутылки, но одна, не обязательно какого объема. Главное, чтобы у нее сходилось вот это вот горлышко, оно было, сходилось не резко, да? Для чего? Чтобы вот так вот элемент, часть внизу стоял, все увидите. А вторая бутылка, тоже подобрать желательно, для того, чтобы у нее элемент нижний был, можно было закрепить вот так вот его, то есть отрезав вот так вот, дно, естественно, тоже вырезав, засунув сюда элемент, здесь закрепим, я скотчем закреплю. И вот у меня конкретно этот класс очаковский, да, у него, видите, такие стеночки, то есть, и она будет вставляться здесь. То есть, конечно, можно взять другие бутылки, но они могут у вас не встать сюда. Вы поймете, когда я изготовлю, покажу, как устройство работает, да, вы поймете, в чем суть. В принципе, ничего сложного нет. Самое тяжелое в этом случае, да, это склеить между собой 2 пробки. То есть вырезать дырку по одной и второй. И вот так их склеить. Чтобы, соответственно, можно было на любую бутылку накрутить и сразу фильтровать бутылку. Пробовал я скотчем. Скотч, понятно, будет плохо держаться. Любым клеем, который будет хорошо держать. Я люблю делать холодную сварку, как вы знаете. Итак, приступим. Сейчас отрезаем одну этой бутылки, меряем диаметр фильтра, отрезаем вот здесь, закрепляем его, и потом уже меряем вот этот крепежный элемент. Вот я отрезал крышечку, да, засунул, замотал скотчем. Этого достаточно. Даже если через скотч что-то просочится, она все равно будет стоять внутри бутылки. То есть она будет все равно стекать в нашу емкость. Так, да? Соответственно, там миллиграммы на вот эта бутылка 2 литра, да, на 2 литра это вообще мизер. Сейчас будем примерять длину, то есть, да, вот так она должна будет стоять. И посмотреть, насколько уходит, потому что здесь эта бутылка шире, чем эта. Соответственно, она до конца вся не войдет. Нам нужно сделать, как воронку такую. Вот, я отрезал, да, по длине. То есть, она вот так вот заходит. Здесь, получается, опирается в стенки, а здесь опирается вот этой вот, да, боковой стенки. То есть, вся вода, которая фильтруется,
сходится через эту вороночку, даже если, как мы говорили, скотч, там, ну что-то это мелочь будет, да. Дальше, вот, склеил я вот так вот 2 пробки, ну, то есть вырезал отверстие, да, склеил холодной сваркой, ну, я холодную сварку часто использую, удобно отрезал, пластилинчиком сделал, затвердевает быстро. Вы можете абсолютно любым клеем склеить между собой. То есть это вот так вот накручивается. И потом, соответственно, берем бутылку, абсолютно любую, какую хотите. Вот это 2-литровка, и это у меня 2-литровка. То есть, в принципе, заполняя полную эту, сразу получаем полную фильтрованной воды. То есть, вот мы, значит, берем, прикручиваем, ставим вверху. Вкрутили, ну, затянули, естественно. Ну, вот так это выглядит. Вот так она стоит, конструкция. Возможно, потребуется, пока вода не стекла сюда, тяжелая бутылка не стала, закрепить резиночкой. Ну, вот сейчас наливаем воду. Немножко шатается, пока наливаем. Можно немножко так вот подергать, чтобы воздух вышел. Но это уже смотрите по скорости фильтрации. Так вот поставим, чтобы она держалась. Вот пока она налилась, может просто от объема воды перевернуться. Вот налили. Вот это литр я налил. Вот она стоит. Видите, вот. Соответственно, вот здесь фильтруется. То есть все она проходит отсюда. И сразу стекает в бутылку. Вот такая вот конструкция получилась. Довольно удобная, как мне кажется. Что, бутылку сразу раз закрыли. Вот фильтрованная, если не сразу используете, там, через час. Или где. Скорость фильтрации, ну, нормальная, так скажем. Я думаю, литра 2 профильтруется минут за 10. Ну вот, все, что я хотел вам сегодня показать. Вот такая конструкция получилась. Мне кажется, довольно удобная. Может, кто-то по-другому придумал что-то. Напишите, мне интересно будет почитать. И, может, другим тоже интересно. Я всегда отвечаю, никого не игнорирую. Всем спасибо за то, что посмотрели. До новых встреч, пока.